По крайней мере, уже 2 недели в Латвии недоступно эффективное лекарство от устойчивого туберкулеза. Эта болезнь считается опасной для общества. Ее лечение государство оплачивает полностью, но на практике пациентам пришлось платить самим. Подробности у Ксении Колесниковой. Ждать поставки лекарств или продолжать лечение за свои деньги. С таким выбором столкнулась Александра Филиппова. Ее дочь после 7 месяцев лечения устойчивого туберкулеза должна была выписаться из больницы. Ей были назначены 4 медикамента. Но одного из них не оказалось в Латвии. В пятницу, вот прошлую пятницу, получается, 5 дней назад, я забираю ребенка с больницы, выписывают ее на амбулаторное лечение и говорят, лекарства так и не пришли. Ну вот слова врача, лекарства не то, что не пришли, они не прошли таможню, их развернули и отправили обратно. Лекарств нету, эти лекарства надо купить. Александра сама ранее перенесла туберкулез в тяжелой форме и из-за болезни осталась без одного легкого. Она знает, что перерывов в лечении делать нельзя. Пропустив 4 дня терапии, можно перечеркнуть 2 месяца лечения. Поэтому ждать она была не готова. 2 последние упаковки препарата Лампрене нашлись в аптеке. Но их пришлось выкупить без какой-либо компенсации. Полная цена – 294 евро. Мы обсуждали курс лечения сразу с врачом при поступлении в больницу, потому что так как я перенесла тяжелую форму туберкулеза, ей сразу был назначен 3-й ряд, и остальные лекарства просто неэффективные будут, 1-й, 2-й ряд. Лекарства от туберкулеза в Латвии закупаются и выдаются пациентам через стационары и центры туберкулеза. Именно поэтому в списке компенсируемых медикаментов этих лекарств нет, объяснили в Национальной службе здоровья. А ситуации, когда человек сам через аптеку покупает лекарства, не должно быть в принципе. В больнице винят поставщика. Именно он не завез лекарства вовремя. По сути, 2 раза в месяц мы проводили переговоры с конкретной фармацевтической компанией. И в каждом письме в нашей переписке с конкретными представителями фирмы они писали, что медикамент будет доставлен. В одном письме это был июнь, потом конец июня, потом конец июля. Так как резервы лекарств были достаточными, больница не спешила прервать договор и искать другого поставщика. Однако к тому моменту, когда поставщик сообщил, что не может поставить лекарства в срок, резервы были истощены. Поставщик, фирма Елгов Фарм, сообщил, что уже в понедельник лекарства поступят в больницу. Свою вину в сложившейся ситуации отрицают. Эти лекарства не были на месте у производителя, там был перерыв. А второе, эти лекарства были ввезены из Швейцарии, а Швейцария не является членом Евросоюза, поэтому были сложности с оформлением документов. Из-за задержки поставки вступили в силу штрафные санкции, сообщили в Елгов Фарм. Однако договор с предприятием не был расторгнут. По договору за одну непоставленную позицию штраф составляет 100 евро. В Минздраве говорят, что расследуют эту ситуацию, чтобы такое больше не повторялось. Но деньги за лекарства Александре Минздрав не вернет. Государство не может вернуть деньги за лекарства, купленные частным путем. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что это совершенно недопустимо, что человек должен платить из личных средств за терапию, которую полностью оплачивает государство. Это лекарство оплачивается государством, в распоряжении больницы есть финансирование на покупку лекарств. Договор заключен. Упущение или неудачное совпадение обстоятельств не является оправданием. Ведомство оценит действия каждого вовлеченного лица и в случае необходимости поднимет вопрос повышения санкций за невыполнение условий договора. Ксения Колесникова, Игорь Стац, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.